Решили пойти с песиком прогуляться по лесу. И увидели вдалеке прикольное сооружение типа шалаша. Идем смотреть на него. Дым уже пошел разбираться, но мы только подходим. Видите, кто-то шалашик такой построил. Может быть, даже не исключено, что кто-нибудь видео снимал с шалашиком. Потому что это ж надо построить. Это надо вот это все заложить. Смотрите, как интересно. Обалдеть. Прикиньте. Бутылка вон там валяется. Нет, ребята, у меня такое ощущение, что, возможно, здесь даже кто-то жил. Привели Дымка вот в это место посмотреть. Ему все интересно. Логово бобра, да? Ты чуешь его? Возвращаемся на поляну. Сейчас, ребят, перетянусь. И можно приготовить обед. Да, Дым? Ты уже покушала? Мы-то еще нет. Сейчас проверим. Ну, пока отходила, густерка вот такая клюнула, сидела. Пока с Дымком погуляли. Норм. 2 опарыша, пучок мотыля. Так прикольно вообще. Кайф. Это кайф, ребят, это просто кайф. На 2 опарыша пучок мотыля уже на этот раз. Вот такой красавчик. Хочешь посмотреть? Иди покажу. Иди покажу рыбку. Дым, иди покажу. Хочешь? Иди покажу. Иди покажу. Иди покажу. Иди посмотри. Смотри. Опа. Сегодня на обед будет суп, рассольник. Способ приготовления. Содержимое банки развести водой по вкусу. Хорошо перемешать, довести до кипения и варить 3-5 минут. Периодически помешивание. Так. Вот так. Водой заливается так, как вы любите. Ну, чтобы по густоте был супчик. Вот, допустим, и я проверяю. Вот. Вот. Мы разбиваем это все дело. Вот так размешиваем. Сейчас надо довести до кипения и 5 минут поварить. Смотрим, кто у нас тут. О, плотвичка, видите? Плотвичка и здесь. Супчик готов. Обед на 2. Сейчас сальсончика нарежем с колбаской. И будет вообще огонек. Вернула сейчас 6 опарышей красных. И, наконец-то, Сикла. Ну что ты, котик? Спи, малыш. Отдыхай, Дымочка. И наконец-то вернулась нормальная рыбка. Сельматрёпсель. Ни одного листочка еще, а мы уже рыбу ловим. Такое вот. Видали? Есть. Такая красота. Есть. Вот она. На 6 опариков. Нифига себе аппетиты у них. И уже можно вот супчик снимать. Есть вот такая вот кружечка. И я ей вот так вот этот супчик зачерпываю. Все, красота. Красота. Попробуем. Слушайте, ну, смотрите. Такой супчик это точно лучше, чем вообще ничего, да? Супер. Перловочка, картошечка, огурчики. Вижу, что вот есть это. Морковочка, горчичку раз. Смотри.
Это называется лайка. Ему пофиг, он, блин, лазит, как горный козел. Нора чья-то, что ли? Можем спуститься тоже посмотреть. Бобровья нора, наверное. Пойдет турболещ. Сразу в корм мотыля и чуть-чуть его нарежу. Распределю его по прикормке. Так. Так. Поставлю кукурузку. Здесь кукурузку объела. Посмотрим, может, на кукурузку все-таки что-нибудь поймаем. Да, объела, я даже не заметила. Значит, мелочь. Если рыба объедает кукурузу, дадим ей в корм тоже кукурузу. Поставила 0,12 поводок и все. Прикиньте, и вообще обрубила поклевки. Я выбираю, какого размера крючки сейчас поставить. Мне не нравится то, что плотва клюет. Решила взять с более толстой проволокой. У меня есть 16, 12 и 14 размер. 12, думаю, великовато будет все-таки. А вот 14-ка очень даже неплохична. Вот такая вот, как вы думаете? Тяну рыбу. Каждый раз, да, я говорю, наконец-то я тяну рыбу. Ну, хоть что-то. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Идет, 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 идет на 0,1 поводок. Вы понимаете? На 0,1, именно на 0,1. Не на 0,12 или это, а на 0,1. На самое нежное, на самое маленькое, только хочет брать. Такой вот придирчивый подлещ. На 2 опарыша. Точнее, не 2, а 3 где-то. Такой малец-удалец. О, идет трохи получше. Рыбка подлещик, походу, идет, ребят. Вот подождала. Поклевка, знаете, была не подтяжка, не покачивание, а такие дребезжания, как у плотвы. На 4 опарыша. Раз, два, три, 4 опарыша. Вот такой. Поклевка была красивая-красивая. Такой изгиб фидера, подтяжка. Оп. И это плотва. Чуть-чуть больше стандартного размера. Плотву я, кстати, эту местную не собираю. Я ее сразу отпускаю. Сегодня вечером мы жарим ребра на углях. Опа, ужин готов. Самое главное — это что-то мясное покушать. Я люблю ребра. В
прошлый раз были в другом маринаде, в этот раз вот в таком. Отрезаешь вот такой вот смачный кусок, сейчас покажу, офигеете. И вот такая красота, такая. Солнышко уже почти ушло в закат. Сами перекусываем. Вот рыбка тоже, походу, проголодалась какая-то. Сейчас посмотрим, какая. Ой, поклевка была красивая, прям согнула так в вертик и приплыла. О, сразу понятно, почему так было резко. Хорошая густера. Очень хорошая густера. Густера, конечно, дает бою всегда, как будто бы лещ. Вот такая вот красота на ужине на 4 опарыша. Друзья и подруги, пока собачка еще маленькая, дальше 200-150 метров она от нас не отходит. Дым растет, а ошейник Артел мощностью 2 ватта предназначен не просто для туризма, но и для настоящей охоты в жестких условиях. Мы специально выбрались в лес для того, чтобы протестировать ошейник и дальность его ловли на территории лесного массива. Заявлено, что среди деревьев он должен работать на расстоянии до 4 километров. Посмотрим, так ли это. Для соединения ошейника с базой необходимо их включить. Он завибрировал, база уже включена, и мне нужно дождаться подключения, а точнее соединения между собой станции и самого ошейника. Соединила базовую станцию ошейник вместе с приложением Артел. Собачка уже куда-то пошла, ну а мы сейчас начнем непосредственно свой тест в этом прекрасном белорусском сосновом лесу. Лесополоса просто нереально зачетная. Идем по вот этой вот дороге далеко. 620 метров мы уже на расстоянии от собачки. Сейчас я удалилась на дистанцию 100 километров. Смотрю, вот что делает там собачка. Видно, показывает 0 километров в час движения, стоит на месте. Базовая станция работает исправно, показывает направление, где находится собачка, где находится ошейник. Покрытие здесь плохое, понимаете? Здесь плохо ловит телефон. И здесь показывает, что собачка не двигается. Ну и я считаю, что, конечно, нужно двигаться дальше на максимально большую дистанцию, которая у меня получится. Я посмотрела, где-то почти под 4 километра получится уехать. Мы преодолели рубеж 2 километров. Смотрите, как далеко я уже нахожусь от собачки. Это преодолен рубеж 2 километров. Сработал датчик и написано «дым на точке». На датчике здесь, на самой станции, показывает 1 970 км. Вообще, по порядку проведения всяких этих охотничьих мероприятий, допустим, у нас в Беларуси охота не может осуществляться без представителей лесничества. Это может быть загодная охота, либо охота на охотдаче. Но опять-таки все это расстояние, оно очень сильно ограничено. Я сильно сомневаюсь, что где-то по лесу кто-то будет бегать дальше, чем этих 4 километра. Уже 3 километра 100 метров мы находимся от собачки. Еще база, либо чей-то хуторок. Проезжаем дальше. Ехаем дальше. Алло, говори. Алло. Короче, я сейчас остановилась на расстоянии 3 километров 360 метров. Путь преграждает здесь дерево. Я боюсь, что я просто одна не проеду. Вы сейчас стоите на месте или нет? Да, на месте стоим. А теперь попробуйте двигаться. Будет ли показывать скорость? Вот сейчас вы двигаетесь. Да, сейчас вот пошел. А теперь, не предупреждая меня, остановись, когда захочешь. 5 километров в час, вы быстрее пошли. Угу.
Идете, идете, идете. Вы еще до сих пор идете. Вы остановились, вот я вижу сейчас. Да, стоим. А теперь я смотрю, где вы находитесь. Давай, выбирай любую сторону, в которой будешь двигаться, и я буду говорить, куда ты идешь. Ребят, 3 километра, почти 400 метров. Лесополоса. Вы пошли в сторону деревни сейчас. Да, вон, в сторону деревни. Да, я вижу, как это. Стрелочки нет такой на мордочке, но видно, как вы продвигаетесь сейчас в сторону деревни. Давай, любое рандомное направление сейчас снова выбираешь. И еще двигаешься. Вы пошли, если смотреть лицом в деревню. Так, вы сначала хотели пойти налево, но потом почему-то пошли уже на... Стали, что ли? Стоите? Да, потому что охотятся за кем-то. Ага. За ящерками. Такая огромная дистанция, лесополоса. И учитывая то, что здесь еще рядом есть эти электропередач, да, линии, мы знаем с тобой, что они здесь есть. Это вообще просто отличный результат. Иногда бывают небольшие задержки. И иногда бывают небольшие несовпадения в расстоянии у датчика и у программы Artel, которая установлена на смартфон. Но там совсем не это. Главное знать, в какую сторону собачка двигается, на каком расстоянии, и понимать, куда за ней направляться, если вдруг искать, снимать, как говорят охотники, с точки и так далее и тому подобное. Тест закончили. Я думаю, что было интересно, пригодится и охотникам, пригодится и простым любителям, ценителям собачек охотничьих пород. Ну а вы, если вам нравятся такие вставочки, если вы хотите еще увидеть какой-нибудь тест, обязательно ставьте лайк этому видео, пишите комментарий. Ну и смотрите продолжение рыбалочки. Какие выводы за сегодняшний день? Сегодня было теплее, чем вчера. Подлещик подходил набегами. Плотва все время практически была на точке, особенно если ставить мотыля. Мотыля она сразу объедала. Единственное, что смогло снизить вероятность ее поклевок, это крупная наживка. По 4 опарыша, по 3 опарыша, по 5, по 6 опарышей я ставила, и периодически влетал подлещик. Рыбка еще сонная, потому что поклевки еще вялые. Чуть не переживай за собаку. Вот сейчас можно наблюдать, где собачка находится по карте, скорость ее движения, расстояние до нее. Идет уже обратно. Был где-то метров 120 от нас, сейчас возвращается. Ну, у него утки вот здесь вот сидят везде, он их там теребит постоянно, пристает к ним. Ему интересно. Так, ребятки, плывет рыбка. Вот красавец. Вот красавец. Приплыл еще один подлещичек такой. Приплыл. Пропустила поклевку, пока за собакой наблюдала. Вот оно. Пьем чаек, посидим возле костра и, конечно, пойдем снова отдыхать. Завтра новый день, снова рыбалочка. Может быть, завтра по потеплению будет клевать лучше. Мед. Мама подарила. Мед, а внутри орехи. Очень прикольно. Разные наборы бывают с разными орешками.
Ну что, да. Привет, привет. Сейчас он просто попросил его погладить. Оденемся, дымочка, мы тебя зарядили. Да, зарядили ошейничек. Сейчас одеваем его тебя. Одеваем его тебя. Одеваем его тебя. Вот так. Утро, утро, утречка. Утро, утро, утречка. Кормежечка. Сейчас мы наденем, ребятки, как наденем. Как заклюет. Ой, сегодня тепло. Сейчас проснулись в 6:30. Нормально поспали. Сегодня хорошо вообще. Сейчас одной кормушкой громко зашла на точку, одна сейчас тихо зайдет на точку. Ну что, сейчас попробую забросить, как красивый человек. Красиво-красивый заброшу человек. И... Бросай левой рукой! Бросай левой рукой! Кто это меня ждет? Смотри, какая масочка. Смотри. Да, Юля, сейчас будет масочка. Да, да, сейчас. Ой. Клюет, клюет. Да, блин. Хорошо. Тепло сегодня, да? 7 часов утра, и можно вот так вот сидеть. Вчера были заморозки утром, невозможно было даже фидер перезабрасывать, все было замерзшее. А сегодня вообще тепло, офигенно. Дождалась. Что-то жмякало, я видела. Посмотрим, что могу ли... Очень какой-то живенький. Это либо подлещик, либо густера. Подлещик возьму. Тут саком, чтобы не это. Ой. И это у нас утренний подлещик. Вот такой красивый. Которого Юля не всекла за губу. А потому что когда они клюют, ты не знаешь, клюет подлещик или плотва. И ждешь, пока, может, если плотва, чтобы отошла. Вот такой красавчик. Иди рыбку покажу. Иди рыбку покажу. Видишь? Рыбка. Да. Ну, вот трав подсекла уже вовремя. Как надо. Раз не заглотил 3 опарыша. Давайте. Сейчас комбинация, которая второй раз сработала. Ну и видно, нравится мотыль, вот то, что в корме.
Мой малыш такой вот есть. Вот вчера были заморозки, и все равно рыба тоже с самого утра начала именно клевать. Но я ушла в баню. А сегодня в баню я решила не идти, потому что захотела половить. Именно половить. Может, сходим в баню чуть-чуть попозже, перед отъездом. Чтобы отеки вот эти все снять. Видите, какая отечность. И не бухаешь, и все равно все отекшее лицо. 100% подлещик. Маленькая кормушка 40-граммовая. Рыбаки вон туда приезжали, уже поуезжали. Ну, потому что здесь места в основном, ребят, все предназначены для ловли на поплавок. На фидер здесь очень мало мест для того, чтобы можно было половить. Я думаю, что на поплавок еще пока все-таки рановато. Нужно... Сейчас посмотрим, смогу ли я его взять. Леска у меня просто 0,1. Сюда, сюда и вот сюда. Поклевки еле заметные. И это вот так вот клюет сейчас подлещик. Он очень осторожный. Поэтому я, как только отворачиваюсь, сразу пропускаю что-нибудь. Нормально бросают? Вообще огонь. Еще что мне писали, ой, да это плетенка, плюсит. Вот 0,12 плетенка у меня. Нормально. Все хорошо. Сколько я там считала? 47 оборотов где-то. 47 оборотов, да. Здесь рыбке нравится, когда добавляешь мотыля в корм. Вот сейчас уже несколько кормушек полетело без мотыля, и все, и не хочет клевать. Надела по-другому опарыша, вот сейчас рыбка не засекалась. И вот наконец-то засеклась. Надела 2 опарыша носочком, прям таким, как чулочком на крючок. И закрыла мотылем. О, вот такая красивая. Далее. Ух ты. Ух ты. На всякий случай. Оба, подсачком. Есть. Какие мы, бляха, придирчивые. Посмотрите на нас. Нам еще и опарыша на день, так как мы хотим. Я считаю, ребят, что женский пол готовит для того, чтобы поесть. Видите, а мужской пол он готовит просто от души. Смотрите, какая красота. Видите? Второй завтрак. Сперва рыбка клевала активнее, сейчас перестала. Все равно кто-то есть на точке. Я думаю, что это плотва. Яишенка. Редисочка. Так, собачка где-то там по лесу гоняет. Так, я думаю, что это подмышечек. Ох, красавица.
Ой, красавец. Ой. Ну вот, отошли чуть-чуть дольше, подержали. И он сел сам. Рыба питается нормально. Почему? Потому что заглатывает. Вот идет еще один подлещичек. Перестала сейчас брать на 2 опарыша с мотылем. Берет теперь только на 1 опарыш с мотылем. И это, ребят, тоже, я думаю, подлещичек. Да. Хорошенький. Приходит и обязательно здесь что-нибудь ищет, да? Вот эта вот мохнатая, вот эта вот собака такая, а? Ну что ты тут ищешь, Дым? Нету здесь кукурузы. Я сегодня не использую кукурузу. Не. Ай, где я его хочу? А, нет, он мокренький, не хочу. Не хочу я с ним обниматься. Он где-то полазил по воде. Так, вылазь. Нельзя. Лево надо доставать, наверное, уже белую кукурузу, скорее всего. Что была поклевка, я видела прям. Сдернула. И наживлять опять опарыша. Ух ты, нифига себе. Кто-то прям сопротивляется. Слушайте, ну идет еще один подлещик. О-о-о-о. Это, может, будет грамм не 150, а 250. Ой-ой-ой. Или какая-нибудь густера. Судя по сопротивлению, сейчас посмотрим. Даже интересно. Вот такой вот я человек. Уже пытаюсь позагорать. А что, возле костра тепло. Ничего пока не хочет клевать. Только плотки не крупные. Попробую поставить белого и красного опарыша. Посмотрим, будет ли с белым опарышем что-нибудь клевать. И у меня еще есть красный опарыш. Потому что в последнее время везде клюет именно на него. Есть и опарыш, и еще чуть-чуть мотыля. Вот казалось бы, да, какая-то маленькая коробочка. Вот такая вот, фишинг. Но из нее опарыши, которых туда отправляешь, они уже не выползают. Я вот сюда ссыпаю в нее опарыша. И комплектуется она вот такой вот крышечкой с дырочками. Все. Пока перевозишь, транспортируешь, хранишь, накрываешь крышкой. А так на рыбалке можно даже не закрывать. Очередная поклевка. Правда, я ее не видела, конечно. Я просто решила перепроверить удилище. 3 опарыша сработало. Я думаю, что идет что-то похожее на подлещика. Как видите, я стою в загорательном виде. Но это все потому, что когда солнышко появляется, то становится достаточно тепло и обалденно. А как только оно прячется, становится сразу холодно. А ваша Юлька что хочет? Витамин D подзагореть трохи. Поэтому вот такие вот дела. И снова поменяла наживку, поставила одного опарыша и пучок мотыля. И опять вот рыба получше взяла. А до этого стояла, наверное, 3 опарыша. И ничего не брала. 4 опарыша стояла. 2 обсосала, но не брала. Без подсадки мотыля не хочет работать. Потому что 0,1 поводок. Пучочек мотыля. И все, сразу подлещичек вот такой. Красиво было. Ну, конечно, там, это мне кажется из-за того, что такой фидер, что там что-то прям большое идет. Но на самом деле, может, там не что-то совсем не крупное. Да? Да. Пришло время. Опа! Поймать подлещика. Ну ничего такого. Ну ничего такого. Хотела избежать, да, но не получилось.
красивая поклевочка была, скорее всего, будет подлещик, либо хороший бустировщик. Но поклевка была обалденной. Так. Ну, красавец такой, уже прям черненький выходит. Блин, приплыла, я смотрю. Это потому что я вижу. Ох, какой красавчик. Какой красавчик, а темненький. Конечно, самая шахта. Хочу обратить ваше внимание на то, что при вываживании на этой рыбалке практически не было сходов. Был, наверное, один сход, рыба отлепилась, и то здесь под берегом из-за того, что я пыталась ее поднять без подсака. О чем это говорит? Это говорит о вяжущих свойствах удилища. Как бы кто ни говорил, что можно на любое удилище поймать, достать и так далее и тому подобное, это удилище помогает рыбку вываживать максимально, без потерь и комфортно. Вот так. И еще одна хорошая весенняя рыбка. Красавец. И снова в шахту, несмотря на то, что у меня уже здесь был оборван крючок. Я укоротила, считайте, поводок, все равно прям вон в шахту, вон я его вижу, крючок. Резко мотыля лучше всего работает и привлекает подлещика. И уже за целый день просто. Поклевки все чаще и чаще. Видите, как на смену погоды реагирует рыба, а нам уже нужно собираться и уезжать. А так же и могли нормально ловить подлещика. И он, кстати, все более и более начинает сопротивляться. Ну что, пора собираться, уезжать домой. Конечно, пришло время показать свой улов. Если он не сдох. Что там припускается даже трошки. О, видите? Я ничего не вижу. Как обычно. Но ничего, сейчас посмотрим. Что-то тяжело, блин. Совсем как-то тяжело. Трошки. Вон сколько рыбки. Вон. Какая красота! Вот такой результат, друзья. Вот такая рыбалка. Столько подлещиков я поймала. По-моему, это отличная весенняя ловля. Рыбки поймала много. И, конечно, благодарна ей за то, что она подплыла. Отпускаю ее, отпускаю на свои силы. Давай. Пацаны. Давайте. Все, Юлька самая добрая. Вам просто повезло. Целую рыбалку, практически 3 дня я пользовалась GPS-ошейником Артелф, который помогал нашу собачку нам быстро находить, видеть, где он находится, что делает, стоит, не стоит, видеть, как он себя ведет, двигается вдоль береговой линии, уходит ли в лес. Это было очень интересно, а главное, нам за него спокойно. Если вы хотите GPS-ошейник, если вы хотите всегда знать, где ваше домашнее животное, если вы хотите перестать беспокоиться, у вас тоже охотничья порода, вы охотитесь, либо не охотитесь, но собачка все равно в силу своей природы куда-то убегает, ссылочку на этот ошейник я обязательно оставлю в описании. Переходите,
покупайте. 100% эта вещь рабочая, 100% она классная и 100% она помогает. Конечно, хотелось бы обратить внимание на то, на что у меня клевало по оснащению. Монтажи у меня были патернострые, фидера у меня были Elegance 3D с тестом до 120 грамм. На одном стоял 3-унцовый квивертип, на втором 2-унцовый. По своей оплошности один квивертип на 2 унции я поломала. Катушки у меня Elegance V2. Кормушки использовала на одном удилище 40-граммовую пластиковую, она очень легкая, кто-то мне даже писал в комментарии, да, это только для животного компонента, но лучше всего клевал подлещик именно с этой кормушкой, поэтому я буду продолжать на нее везде ловить. На втором фидере у меня стояла кормушка 60-граммовая, она была металлическая, там клевала хуже. Первый день было слабоватенько по подлещику, пару штук влетело, но чаще всего попадалась плотва. На второй день мне удалось хоть как-то немножко разобраться и почаще видеть подлещика у себя на точке. Но на третий день никого, кроме подлещика, я у себя не увидела. Выигрышным оказался красный опарыш, причем в разных комбинациях с мотылем и без него. И леска 0,1, друзья, именно с 0,1 леской, не с 0,122, а именно с вот такой вот леской с 0,108 клевала лучше всего. В этот раз я пользовалась разными крючками, сейчас я выберу, скажу, какие я использовала. Значит, отдельно я бы хотела, наверное, больше всего выделить именно вот эти вот крючки. Они у меня, как видите, уже практически закончились, это крючки 16 номера. На них реализация и поклевок было больше всего. И лучше всего рыба реализовывалась. Вот перестает рыба засекаться, видите поклевку, хоп, сразу поменяли, сразу опять. Даже если где-то не заметили поклевку, практически всегда была 100% вероятность того, что я буду вытягивать и не видя поклевку, я все равно вытяну рыбу. Вот такая вот рыбалка, вот так вот интересно было. Мне понравилось, я рада, я наловила нормально рыбу, я считаю, я большая молодец. Ну а вы, если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал. Помните, что хорошие рыболовные вещи нужно покупать в хороших рыболовных магазинах. Например, в Минске, в магазине F-Fishing, либо в интернет-магазине F-Fishing. Ни хвоста, ни чешуи. Пока, увидимся в следующих видео, друзья.